Добрый вечер. И неважно, какое сейчас время суток. Думаю, вы сами знаете где, но многие просили снять с меня полный процесс рисования моих подобных артов. Ну, начнем с того, что я рисую вот такими кисточками, новыми, но уже полудохлыми. Рисую вот такой гуашью от Химимия, просто любовь всей моей жизни. Мне кажется, пиар-отдел этого бренда не так хорошо рекламирует ее, как делала это в последние дни я, когда отвечала в комментариях каждому, кто спрашивал, какими же красками я рисую. Я готова быть амбассадором этого бренда, этой гуаши, просто напишите мне в любое время. Возможно, первое, о чем вы могли подумать, это то, что Синмин ни разу не похож. Скорее всего, так и есть, но на тот момент, когда я начинала рисовать, мне казалось, что все нормально. Поэтому, ребят, почаще отходите от работ и смотрите на них издалека, потому что я этого не сделала, и вот результат. Я недовольна скетчем, я тогда правда не видела, что что-то не так, я увидела это только при монтаже. Но наберитесь терпения, я обещаю, что в конце результат будет совсем другим. Не знаю, чем я думала, когда для видео выбирала рисовать Синмина, потому что он вроде как получается у меня хуже остальных участников. Логичнее было бы выбрать кого-то, кто дается мне легче, но зачем, правильно? Возможно, я бросила себе вызов таким образом, правда неосознанно. И если честно, я представляла свое первое полноценное видео совсем не таким. Я думала, что это будет обзор на какой-нибудь один из моих скетчбуков, но обстоятельства сложились иначе. Я правда не ожидала, что буду снимать подобные видео уже сейчас. Я планировала снимать видео, но когда-нибудь в будущем, когда я смогу купить камеру и необходимое оборудование, чтобы мне было комфортнее снимать и работать. И поскольку все-таки это мое первое видео, прошу особо не придираться к ракурсу, освещению. Я правда сделала все, что было в моих силах. У меня далеко не эстетичный ракурс, но в будущем я об этом обязательно позабочусь. Я разместила палитру таким образом, чтобы у вас была возможность разглядеть цвета, которые я использую. Хочу сказать сразу, что мой процесс рисования выглядит странно. Я сначала натворю дел, а потом все исправляю, поэтому не удивляйтесь, что я долго топчусь на месте. Мне только дай волю, я буду бесконечно пытаться улучшить работу, все время исправлять и исправлять. В «Нельзя сети», название которой нельзя произносить в наших кругах, я попросила задать мне вопросы, на которые я сейчас отвечу. Со скольки лет начала интересоваться рисованием и как долго училась рисовать? Ну, это базовый вопрос, который нельзя не задать художнику. Думаю, меня всегда интересовало рисование. Мне часто в детстве говорили, что я неплохо рисую, но это скорее было таким легким увлечением, каких у меня на самом деле было очень много, потому что лет до 14 я пробовала себя во многих кружках спортивных, творческих, там, кружках рукоделия и прочее. Но вот осознанно рисовать я начала ближе к 15 годам, когда летом перед 9 классом я порвала связки на тренировке на ноге, и мне наложили гипс. Я была вынуждена сидеть дома. Ну, летом сидеть дома с гипсом на ноге было очень скучно, поэтому я подумала, почему бы не порисовать. И все, с этого момента меня затянуло. У меня было тогда, по-моему, всего пара карандашей разной мягкости и какой-то там старый скетчбук. Но с этого момента и с этого самого лета я поняла, что я хочу развиваться в рисовании. И поскольку это было лето, в моем распоряжении были дни и ночи, и я пользовалась этим на всю катушку, потому что я не могла остановиться. Я начала рисовать, по-моему, портреты. Это тогда были еще какие-то Джек Воробей, по-моему, капитан Джек Воробей, какой-то чел с волчонка. Ну, короче, просто портреты людей, которые мне нравились. И вот с того момента я занялась рисованием серьезно, начала самостоятельно изучать вообще абсолютно все. Знаете, это ведь еще тогда был 9 класс, это когда уже нужно было решать, что ты будешь делать дальше. Уйдешь в колледж после 9 или останешься 10-11 классы. И в тот момент я не знала, кем я хочу быть, и папа предложил мне пойти в художку, ну да, в 15 лет. И прикол в том, что я боялась идти в художку. Я боялась, что меня засмеют за мои навыки, и я начала просто усиленно рисовать, готовиться. Я начала готовиться к поступлению в художку, чтобы не опозориться перед ребятами. И я помню, вот я поступила в художку за 3 месяца до окончания вообще учебного года. И это было так странно. У меня люди спрашивали, типа, нафига ты вообще пришла
под конец года, типа ты вообще уже со школы скоро выпустишься, типа какой в этом смысл? Но я поступила сразу во 2 класс, и получается, это был конец 2 класса. Просто так случайно получилось, что когда вот мы пришли подавать заявление, мимо проходил мой преподаватель, будущий, просто лучший учитель, человек с самым добрым сердцем. И он взял меня к себе. И получается, если вот сейчас был 2 год художки и 9 мой класс в школе, то как раз-таки я училась на платном обучении, и я училась 4 года, а не 5, как учатся бесплатники. И получается 10-11 класс, и вместе с 11 классом я бы закончила художку. Ну, в принципе, я ее и закончила вместе с 11 классом. А в 11 классе я уже решила, что я буду поступать на дизайн. Правда, я не знала, какой. У меня были варианты графического, дизайн одежды и дизайн интерьера. В итоге я поступила и учусь сейчас на дизайнера одежды. Я заканчиваю 2 курс, у меня осталась практика. И если подытожить, то я рисую примерно лет 5 уже. Но сейчас, в последнее время, я рисую особенно много, я рисую каждый день, и я действительно не могу остановиться. Я просто хочу все рисовать и рисовать, но у меня есть другие дела, у меня все еще идет учеба, и меня это очень расстраивает, что я не могу рисовать больше, чем я могу себе позволить. Вообще, примерно до прошлого года я рисовала в основном простыми карандашами, то есть все работы были черно-белыми или там скетчи, но как-то в один момент я просто решила попробовать порисовать акварелью в обычном скетчбуке Art Creation. Это, по-моему, был ходячий замок. Я срисовала с чего-то арта, но я думала, что это типа оригинальный кадр из аниме. И мне так понравилось, как получился результат. Он был таким сочным, ярким. Еще как-то странно, классно смотрелся на этой желтоватой бумаге скетчбука. Я так прониклась этими цветами, как будто в тот день моя жизнь буквально заиграла новыми красками. Я продолжила рисовать акварелью, и мне очень сильно зашло. Ну, и рисовала бы я себе акварелью дальше, но я увидела аккаунт художницы, которая рисует кадры от студии Гибли гуашью. И работы были такими классными, красивыми. А я же помешана тогда уже была на цветах, на красках. И я захотела тоже порисовать гуашью, потому что она была такой яркой. Но прикол был в том, что я терпеть ненавидела гуашь. Я вообще не любила ею рисовать ни просто так, ни в художке, но я решила дать ей себе шанс. И вот как видите, я пользуюсь гуашью. Я рисую гуашью уже где-то 6-7 месяцев, наверное, и мне очень нравится. Я не могу с нее слезть, я не хочу больше рисовать акварелью, я рисую акварелью только на живописи. А так я всегда использую гуашь. Вернемся ненадолго к Синмину, который всячески страдает от моих рук. Вот примерно, когда я начала рисовать лицо, я начала творить какую-то лютую дичь с рисунком. Я совершенно перестала видеть пропорции и всячески продолжала портить рисунок. В какой-то момент я уже хотела бросить это дело, потому что Синмин мне казался абсолютно не похожим. Извиняюсь за мою пушистую голову, что залезла в кадр и залезет еще не раз. Но мне было неудобно рисовать, потому что сверху, прямо перед лицом, висел телефон, и мне нужно было именно залезть и посмотреть вплотную, чтобы увидеть, что я рисую, потому что я все время сидела под углом и не видела рисунок нормально. Следующий вопрос: что было самое сложное в переезде в новый город и в жизни в общаге? С переездом в целом не было ничего сложного, да я живу-то всего в 3 часах езды от моего родного города, но у меня не было какого-то чувства страха или потерянности от нового и неизвестного места. Я, в принципе, как-то нормально к этому отнеслась и даже, можно сказать, не почувствовала. Да я и в общагу заселяться приехала одна, мне только потом, через 3 дня, привезли все мои вещи. Но знаете, в нашем университете заселиться в общагу легко только на 1 курсе, потому что первокурсники всегда в приоритете, а старших уже потом просто под мясо отдают. Если не считать всех этих справок, то заселиться на 1 курсе очень легко. И первокурсникам выделяют специальные дни, в которые они могут спокойно, без очереди приехать и заселиться. А вот старшие курсы, там уже просто битва на выживание, потому что люди стоят с 8 до 10 вечера, все агрессивные, все толкаются, все пытаются пролезть. Я, по-моему, стояла 6 часов в тот день. Но самое забавное — это тяжело не заселиться, а остаться в общаге.
чтобы тебя не выгнали, потому что у нас есть определенные правила. Вот как обычно бывает, ты заплатил за общагу и живешь спокойно, а у нас, типа, нужно еще зарабатывать баллы за дежурство на кухнях, за субботники, за всякие мероприятия. Ну, в общем, короче, та еще фигня, потому что, ну, типа, ты учишься, а еще тебе нужно мыть общагу, это вообще, типа, не прикольно. Если ты не наберешь определенный минимум, то тебе говорят, типа, пока-пока, давай ты дальше сам по себе, иди по Себастьянам. Очень раздражает на самом деле. Уф, я могу долго ругаться на общагу, но я не буду, потому что видео затянется. Хоть я сама и люблю разговорные видео художников под процесс их рисования, когда они что-то рассказывают, но не уверена, что мое видео будет таким же комфортным для вас, как были их ролики для меня. Мне нравилось ставить подобные на фон и просто слушать, особенно когда устаешь от сериалов или музыки. Возвращаясь к рисунку, я здесь уже начинаю беситься, потому что у меня ничего не получается, я не могу подобрать ни цвет, ни сделать правильными черты лица. Здесь уже в один момент я решила сдаться, выключила камеру и отложила рисунок в сторону. И на тот момент я уже была готова отправить этот рисунок в мусорку. Но мне как-то стало обидно оставлять все как есть, поэтому, немного отдохнув, заварив кофейку, я села поправлять рисунок уже вне камеры. И решила довести дело до конца, снова включила камеру и продолжила рисовать. И если даже не получится, то это просто будет мне и вам уроком. Не каждый рисунок обязан получаться хорошо. Даже у тех, кто много рисует, могут возникать трудности. Поэтому, если у вас что-то не получается долгое время, даже если вы пытаетесь и пытаетесь, то просто нужно попробовать снова. Дайте себе время передохнуть, успокоиться, а потом просто начните еще раз. Наверняка я сейчас скажу банальную вещь, которую вы слышали сотни раз, но главное много практиковаться. Практика действительно очень важна. Это не пустой звук, не игнорируйте ее. Все обязательно получится, просто нужно запастись терпением и не сдаваться. У меня много неудачных работ и по сей день, я тоже делаю ошибки, просто вы их не видите, потому что все мы показываем только хорошие результаты. После того, как я успокоилась и продолжила рисовать, я подумала, если этот рисунок Санмина получится не таким, как хотелось бы, возможно, он не понравится мне и вам, но он просто есть, это опыт. Это один из моих кирпичиков, который служит мне фундаментом. Просто помните, что именно неудачи помогают выявлять наши слабые стороны, и этим нужно пользоваться, нужно их прокачивать. Все-таки иногда делать ошибки полезно. Последний и часто задаваемый вопрос — это как я нашла свой стиль в рисовании? Ответ очень прост. Я его не нашла, у меня его просто нет. Я все еще нахожусь в поисках. А то мое оформление рисунков произошло вообще совершенно спонтанно. Я просто села без малейшей надежды на что-то хорошее, начала в прямом смысле просто беспорядочно красить скетч, который сам по себе мне не нравился, он был не похож на человека, которого я рисовала. На самом деле я никогда не уверена в том, что у меня получится в итоге, и я никогда не знаю, какой у меня будет фон. Если это не какой-то детально проработанный фон, который задуман заранее и который прям нужен, а если это просто фон под портретик, то я даже не знаю, какого цвета он будет. И вот мы подобрались к моей любимой части, к самому фону. Я люблю его рисовать, потому что на нем я могу максимально расслабиться. После тяжкой работы над портретом я даю себе волю именно на этом этапе делать, что хочу. Как я уже говорила, у меня нет мыслей по поводу того, как он будет выглядеть. Я подстраиваюсь под настроение рисунка, выбираю наиболее подходящий цвет. Цвет. Ну и в зависимости от фона я иногда добавляю этот цвет на одежду, на волосы, чтобы выглядело все гармоничнее и спокойнее. А потом я достаю просто свою нафиг убитую кисть, которой уже миллионы, сотни лет, и начинаю наносить хаотичные мазки куда захочу. Хочу здесь, намажу тут. А если не понравится, просто замажу и сделаю по-другому. Из-за того, что эта кисть старая, торчащая в разные стороны, там полусухая, вообще убитая, у нее очень классная текстура. После того, как я заложила основу фона, я начинаю добавлять много маленьких деталек, всяких прикольных. Сердечки, звездочки, пузырьки, просто точечки.
и всякие сверкающие штуки. Я просто обожаю блестки, я не могу. Я добавляю этот сверкающий, блестящий, переливающийся эффект просто куда только можно. Вот, добавлять всякие точечки, блесточки и пузырьки — это самая любимая часть работы над фоном. Фон сам по себе моя любимая часть работы над всем рисунком, но вот добавлять именно блесточки — это просто вершина вершин. Знаете, в завершении видео я бы хотела сделать вывод, и я его сделаю. А суть вывода в том, жалею ли я, что я выбрала Сенмина для этого видео? Нет. Жалею ли я, что я положила эту уродливую тряпку в кадр? Очень. Она очень раздражает и бесит меня. Ребят, рисуйте чаще и не расстраивайтесь, если у вас что-то не получается. Просто помните, что кому-то нужно больше времени на усваивание каких-либо навыков, а кому-то меньше. Но все придет со временем, все будет, если вы этого хотите. Ведь крутышки не сдаются, крутышки всегда борются до конца. Фу, кринж какой. Вот я и завершила свой рисунок. Прошу любить и жаловать, или не любить и жаловать, как хотите. В общем, вышло не так плохо, как я ожидала, но и не так хорошо, как хотелось бы. Благодарю всех за просмотр. Надеюсь, что вы вернетесь. И я вернусь.